кого не начал смотреть ролик, посмотрите обязательно. Я вам хочу сказать, что это все в поучительных целях. Чтобы это кому-то помогло, кому-то кошелек сохранить, кому-то здоровье. Не вмахивайте так, как вмахивал я. Не надо. Это очень дорого. Все, всем приятного просмотра. Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь. И я буду вам дальше рассказывать, что мне пришлось терпеть. Приятного просмотра. Всем привет, всем здрасте. Вот такая у нас погода в городе. Ужасная, ужасная. А я хочу вам рассказать кое-что о занятиях спорта, о резком похудении и всем прочем. Знаете, куда сейчас иду? Иду сейчас на какой-то то ли массаж, то ли не знаю, как это назвать еще. Кстати, вот стадион наш красивышный. Вот. В общем, не могу спать, не могу руки поднимать по-человечески нормально. То ли суставом конец, то ли связки, то ли мышцы, не знаю. Красота какая, да? Лепота. А здесь... Вот. Сначала к одному врачу сходил, тот сказал и суставы, и мышцы растянул. Потом к массажисту к другому сходил. Сказали то, что что-то защемил. Что-то делали. И в итоге нифига не сделали. Нашлась одна девушка, которая написала то, что ее мужу помог какой-то тут врач, к которому сейчас я иду. Я у него уже был, а сегодня на сеанс. Что-то будет со спиной делать, хрустеть, ломать. Не знаю. Что он мне сказал? Он конкретно врач по спорту, спортивный врач, как называется. Так быстро худеть нельзя. Представляете? Все пишут там похудение за 3 дня, похудение там за 2 минуты. Нет, он сказал то, что организм должен, как это сказать, постепенно все это негатив, скажем так, да, на себя брать, подстраиваться. А у меня получается минус 12 килограмм за 3 месяца. Вмахивал, что проклятый. До 7-го пота, до 8-го, до 9-го, до 10-го. И вот результат. Поэтому все нужно делать в меру. Сколько я уже денег отдал за эти руки свои. Это охренеть просто. Вот. Ну, чтобы вы понимали, да, если вы берете абонемент в зал, это 1013, да? Плюс там какое-то питание. Кстати, кому интересно, что я брал себе, спрашивайте в комментариях. Действительно, штучки очень хорошие. Хотя я в них никогда не верил, но результат сами видите на лицо. И на лицо, и на животик. И плюсом массаж. 1 сеанс 1000 рублей. Поход к доктору столько же. Несколько походов к массажисту к другому столько же. Вот, поэтому лучше в меру. Но там мне записывать он не даст, естественно. Вот. Там врачебная тайна. Сейчас, короче, я выйду и расскажу, что он сказал, что запретил, что разрешил. Вот. Пока никого нет. Боже, коровка, сейчас на ней лежать буду. Сейчас буду ломай меня полностью. Ладно. Пока. Если что, я вас всех любил. Честно. Всем сердцем. Ну что, сходил к врачу. Вообще, гляньте, видок. Ушатал, спать хочу. Завтра будем какие-то по состоянию
состояние нормальное. Глазки спать хотят очень. Такой хороший, то есть на который массаж ходил до этого. Совершенно другие вещи. Тут и жмет куда-то, и давит. И прям, ну действительно, как-то чуть получше становится. Прям кровь начинает бегать. Вообще, гляньте. Сплю. Вот, написал мне, что в зал можно ходить. Можно, даже нужно, но не без фанатизма. И полностью исключить прыжковые и толчковые нагрузки. И плюс вертикальная нагрузка с отягощением. Во. Исключить. А так можно заниматься. Ну и веса, естественно, большие не брать. Завтра, что завтра? Еду сдавать анализы. Всякие разные. Д, Б, там, короче, все эти витамины. Как их, холестерины. Кстати, в какую клинику бы вы посоветовали съездить, чтобы это все сделать? А так вообще для чего это сюда записываю? Просто когда вот узнали, что у меня такая проблема, это получилось с суставами или не с суставами, или с тем, или не с тем. Очень много людей написали, типа: Денис, что ходил, куда ходил, помогло, не помогло, сделал, не сделал. Я сейчас буду вот каждый сеанс вот так о чем-то вам рассказывать. И надеюсь, что это кому-то поможет, чтобы вы не выкидывали деньги на ветер, как я до этого. Потому что выкинул я их немало, на самом деле. Потому что я спать не могу, что-то делать не могу. То есть я лежу, чуть лишнее движение какое-то неправильное, и все, у меня аж простреливается. Вот, надеюсь, это кому-то поможет. Так что, если вдруг что, пишите, узнавайте, спрашивайте. Я думаю, если я вам даже номер телефона этого врача дам когда-нибудь. Но опять же, пока говорить о чем-то рано, да? Я думаю, сюда проконсультируют. Потому что такой мужичок хороший. Но мне почему-то кажется, поможет. Завтра он мне будет что-то колоть куда-то. Я так и не понял, это будут уколы или просто мне будет что-то хреначить. Вот, ладненько, что процедура закончена. Сейчас я поеду подарки раздавать с конкурса. У меня с моим тренером Андреем был конкурс. Сейчас поеду подарки раздавать. А потом парикмахерскую. Всем счастья, здоровья, любви и успеха. До свидания. Ша-ля-ля-ля. О. Пока. Трактор покажу вам. Андрей Евгеньевич, спасибо за красивый город. Андрей Евгеньевич, наш губернатор. Ладненько, все. Пока-пока-пока.